Привет, друзья! Это майор в отставке. Сегодня про новый мирный план по Украине, который выкатила на днях администрация Трампа. Читаешь этот документ и ловишь то самое мерзкое чувство дежавю. Как будто достал из шкафа какую-то старую папку под названием «Стамбул», где Кремль уже выкладывал свои хотелки. Ограничьте армию, откажитесь от НАТО, отдайте территории, смените у себя власть и пообещайте больше никогда не сопротивляться. Тогда в Стамбуле эти пункты диктовала Россия, но сегодня теперь их фактически цитируют люди из администрации Трампа, из администрации США, которые полагают, что с Путиным можно о чем-то там договориться, что он способен выполнить хоть одно обязательство, кроме обязательства врать, убивать и нарушать договор, как только это ему выгодно. Путин – лжец и убийца. И вся эта история с новым мирным планом в том виде, в котором он сейчас представлен, опасна, иллюзия выгодна только Кремлю. Ставьте лайк, подписывайтесь, если еще не сделали этого, и погнали. План подается красиво. Гарантия, мир, стабильность, путь к будущему. Ну, все в кавычках, конечно. Пакет слов, которые обычно вешают на обложку, когда пытаются продать капитуляцию под видом дипломатии. Смотрите, что по сути предлагают. Украина должна сократить свою армию примерно на треть, исключить членство в НАТО из Конституции, подписать вечное ненападение и признать российскую оккупацию фактически законной. Причем не только Крым и Донбасс, но и территории по линии фронта. Украина должна отказаться от права размещать у себя войска союзников. Вступление в ЕС, пожалуйста, но это просто красивая конфетка, не меняющая реальность. Зато Россия, а точнее Кремль, получает почти все, о чем мечтала. Снятие санкций, реинтеграцию в мировую экономику, возвращение в G8, допуск к добыче ресурсов, совместные проекты с США. То есть государство-агрессор, которое разрушило европейскую безопасность, вторглось в соседнюю страну, устроило Бучу и Мариуполь, уничтожило сотни тысяч людей, оно получает награду, медаль. Чертову премию мира от Дональда Трампа. И самое гнилое – это пункт об амнистии, причем всех сторон, в том числе и России. То есть никакой ответственности, никакого международного права, никакого будущего расследования и трибунала. Все, что случилось, простить и забыть. Убитые и похищенные дети, Буча, Мариуполь и другие города, которые разрушил Путин до основания. Выброшенные на улицы люди, пытки, фильтрационные лагеря. По этому плану все под амнистию. Все уголовные претензии обнулить. Банально, ребята, разойдитесь, давайте жить дружно. А сверху юридическое обязательство Украины не предъявлять больше Путину никаких исков. Это уже не просто уступка, это попытка навсегда закрыть тему российской ответственности, смыть кровь с рук Кремля, будто ничего не было. Это даже не цинизм, это какая-то антиутопия. Причем ключевое, Россия ничего не отдает. Вообще. Она просто фиксирует уже украденные территории и обещает, на минуточку, внести в законодательство какой-то иллюзорный отказ от агрессии. Но это, конечно, поразительно. Государство, которое сегодня массово штампует ракеты, дроны, танки, заключает военные союзы с такими же людоедами, а разведки западных стран прямо говорят о подготовке Путина к новой войне, вот оно должно просто принять закон, что оно больше не будет ни на кого нападать. Типа я больше так не буду. И все, санкции снимаются, двери открываются, мировое сообщество снова жмет Путину его кровавую руку. И ладно бы это был наивный подход, но нет, это осознанная ставка. Давайте дадим Путину то, что он хочет, а взамен он, наверное, одумается. Наверное, станет цивилизованным, наверное, перестанет быть собой. Мир – это всегда лучше, чем война, но намерения к миру должны быть чем-то подкреплены. Такими действиями, например, как прекращение огня, заморозка военного производства, сменой риторики. Но он не перестает и продолжает ежедневно убивать и разрушать. И он уже 20 лет доказывает, что любое соглашение для него – это просто мусор. Он нарушил Будапештский меморандум, нарушил Минские соглашения, нарушил все возможные договоры о границах. И теперь сложно поверить, что этот маньяк будет соблюдать какой-то новый мирный план. Разумеется, этот мирный план – это идеальный подарок для Кремля. Он создает паузу, заморозку, передышку, гигантский кислородный баллон, чтобы Россия смогла вновь перевооружиться, перехватить инициативу, накопить ракеты, собрать армию, подготовить новый удар.
Ведь сейчас на фоне слухов об окончании войны количество желающих пойти на контракт за большую зарплату в российскую армию резко вырастет. Уже идет комплектование резерва за счет набора в какие-то там команды по защите от дронов. Проблема в том, что если даже представить, что Украина согласится, если даже представить, что документ подпишут, Путин сможет сорвать все в любой момент. Просто сказать, типа, Украина сама нарушила, все, красная кнопка. И война начинается снова, но только уже агрессор подготовлен. Залезал в свои раны, наклепал новые ракеты и танки. И самое мерзкое, в документе заложена именно такая логика. Украина теряет все гарантии безопасности, если, как говорится там, ударит по территории, которую Россия считает своей. Как это можно читать? Если или когда Россия снова нападет на Украину, западным гарантам безопасности будут внушать мысль, что Россия якобы отвечает на удары Украине. То есть будут происходить вбросы, чтобы напустить пурги и тумана. А западные страны, как вы уже поняли, прежде чем вмешаться, согласно договору, будут высказывать серьезную озабоченность и согласовывать решения месяцами, пытаясь прийти к консенсусу о том, не врет ли Россия здесь, а может быть и правда Украина напала. То есть, если Украина отвечает на агрессию, она виновата. То есть, Кремль сам пишет для себя страховку. Можно всегда выкрутиться и обвинить Киев, бросить это Западу, а там все это будут переваривать до тех пор, пока танки не окажутся у западных границ Украины. А теперь важный вопрос. Почему Киев вообще сказал, что готов обсуждать этот план? Да потому что дипломатический процесс нужен Украине, потому что любая страна в состоянии войны обязана разговаривать с союзниками. Но это не означает согласие. И уж тем более не означает капитуляцию. Украина все прекрасно понимает. Перед ней попытка навязать сделку, которая спасает Путина, но не приносит прочный мир. Американская сторона предоставила свои предложения. Пункты плана, чтобы закончить войну. Их видение. Мы с первых дней войны занимаем одну, чрезвычайно простую позицию. Украине нужен мир. И настоящий мир такой, который не сломает третье вторжение. Дальше самый, наверное, смешной пункт. Россия, так же как и Украина, должна будет внедрять в школах программы толерантности и взаимопонимания. К Украине тут вопросов нет, но Россия – это в стране, где с утра до ночи по телевизору рассказывают, что украинцев нужно денацифицировать и перевоспитывать, где детей увозят из оккупированных территорий, чтобы воспитывать в ненависти к Украине. В стране, где уже 25 лет пропаганда и ложь, в том числе в школах, является той основой, которая удерживает режим. Теперь главное. Этот план, скорее всего, не о мире, а о том, как втиснуть войну в удобные рамки и дать время на передышку. Как спрятать в красивую упаковку то, что Путин не смог выполнить обещания для своей ватной публики и достичь цели так называемой СВО спустя почти 4 года кровавой войны. Как сохранить лицо Путину? Как дать ему возможность выйти из тупика, но выйти с прибылью? И, конечно, как вернуть Москву обратно на мировой рынок. Газ, нефть, металлы, Арктика, редкоземы, черт возьми. Чтобы все снова заработало, чтобы Кремль снова мог развивать свою армию, разрабатывать новые виды оружия. А Украина? Украина пусть ограничит армию и проведет выборы через 100 дней. Ни одна страна в мире не проводит выборы на обломках под угрозой возобновления войны без безопасности и при фактически отрезанной части территории. Это не мир, это принуждение. Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали. Теперь вернемся к этим целям. Они не меняются. И те, кто сегодня с горящими глазами бегают и размахивают этим мирным планом, как бумажкой какой-то, ужасно напоминают Чемберлена, который в сентябре 1938 года также радостно размахивал бумажкой под названием «Мюнхенское соглашение» и обещал мир для нашего времени. Мы все знаем, чем это закончилось. То, что продавали как «великий компромисс», сегодня называют «Мюнхенским сговором». Сделкой, которая дала Гитлеру карт-бланш на расчленение Чехословакии, дальнейшую агрессию и, по сути, старт Второй мировой войны. И последнее. Нельзя строить мир с человеком, который никогда не держал слова, с убийцей и лжецом. Нельзя заключать договоры с тем, кто убивает детей, бомбит города и лжет при каждом удобном случае. Нельзя предлагать Украине компромисс, который превращает ее в буферную зону, а в Россию – возвращенного в компанию партнера. Это больше похоже не на план мира, а на план отсрочки. План выжидания.
План, который даст Кремлю время перевооружиться. Путин лжец, и все, что он подпишет, он же сам и нарушит. Но ущерб будет колоссальный, потому что время, которое будет потеряно, уже никогда не вернется. У меня на этом все. Делитесь вашими мыслями и вопросами в комментариях под этим видео. Для получения оперативной информации не забывайте также подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка есть в описании. Информация там обновляется каждый день. И там много чего интересного и полезного. Также становитесь спонсором этого канала. Я бы был вам за это очень признателен. Если у вас есть важная или интересная информация, которую следует придать огласке, можете анонимно поделиться ей со мной. Как это сделать безопасно, вы также можете узнать в моем телеграм-канале. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.